I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. Пришел Новый год, и мы решили отправиться в незабываемое приключение. План был такой: вылететь в Лас-Вегас, взять машину на прокат, оттуда поехать к бездонным краям Аризоны, посмотреть на Великий каньон, а во второй день рвануть к Тихому океану, на побережье Лос-Анджелеса. Сейчас мы про это вам расскажем. Итак, первая остановка – Лас-Вегас. Мы шли по сверкающему алмазному полу. Конечно, это были не настоящие камни, но он так выблескивал, такие блески, просто как вот будто это алмазные. Спокойно прошли мы даже как-то так, не обращая внимания на эти играющие аппараты, на стулья. Ни Саня, ни я даже не подошли и не погладили ни разу. Из Лас-Вегаса мы выехали во Флагстаф, Аризона. Это город, ближайший к Великому каньону. Но на пути туда мы остановились в величайшем месте – дамба Гувера. До этого, значит, нас патруль остановил. У Сани спросили, есть ли у него оружие. Он совершенно откровенно и очень искренне сказал, что никакого оружия нет, а вот бабушка у него есть. И тогда полицейские передали привет бабушке, и мы дальше двинулись. Ну, необыкновенное просто такое ощущение, глядя на эту дамбу. Огромная котловина. И здесь построена могучая такая электростанция. Внизу река Колорадо протекает, и ее каким-то образом бедную заставили, чтобы она работала. Эта дамба построена в 1936 году, во времена Великой депрессии. Оказывается, ее строили более 1000 человек. И, к сожалению, 100 из них или даже более погибли при строительстве. Дело в том, что такого рода дамбу еще нигде не возводили в то время. Поэтому это, конечно, было монументальное сооружение, и сегодня оно привлекает огромное количество туристов. Нас, конечно, поразил размах. Это потрясающий вид, надо это видеть действительно. Мы приехали туда на закате, поэтому все горы, сооружения окрашивались в красивые, яркие, красные и оранжевые цвета. Было незабываемое зрелище. Оттуда мы продолжили наш путь во Флагстаф, Аризона. Все было прекрасно, все было спокойно, а потом вдруг раз и снежная буря. Магадана на них нету. Что тут выпало-то? Ничего. И они встали. Мы приехали в Флагстаф. Саня, найдя место, где можно эту машину до утра как-то оставить, более-менее спокойно, высадил меня и сам, и предложил мне дальше добираться до дому самостоятельно. Ну так, утопая по колено в снегу, я благополучно добралась. После изматывающей дороги, после снежной бури мы таки добрались до нашего места во Флагстафе, Аризона. Устроились в теплую кровать и стали мечтать о том, что нас ждет дальше. А дальше нас ждал Великий каньон. На следующее утро мы встали ни свет ни заря, где-то часа в 4 утра, чтобы уже к рассвету быть на каньоне. Я читал, что самые красивые краски, самые красивые кадры получаются именно на рассвете и на закате. Поэтому мы отправились туда пораньше. Но, как выяснилось, мы были там не единственные. Там уже народ собрался, вот, и тоже ожидали этого чуда.
все шли, и, наконец, Саня говорит: «Гляди!» Подошла к нему, увидела, и дух захватила. Разного цвета породы раскиданы туда-сюда, причем не какие-то там мелкие камешки, а огромные массивы. Вода, ветер, солнце, и в то же время вот эти вот подвижки, вот эти вот землетрясения, они растащили в разные стороны вот эти породы. Меня все это, конечно, просто поражало могущество этого всего. Вообще этот вот каньон кинулись бы добывать разные металлы. Чаще всего это, конечно, искали золото давным-давно. Но потом, после того, как побывал здесь президент, его специально пригласили посмотреть, президент Рузвельт. Он сказал: нет, никаких тут выработок, никакой добычи ископаемых, это будет национальное достояние Америки. Захватывает дух. Вообще стоит сказать, что большая часть территории Аризоны принадлежит индейцам племени Навахо. Поэтому, когда мы приехали в Великий каньон, нас встречали коренные американцы в прямом смысле этого слова. И потом, когда мы поехали в другое, не менее потрясающее место, а именно каньон Антилопы, нас тоже встретили индейцы племени Навахо. В каньон я спустилась очень легко. Просто даже не задумываясь о том, как я буду потом подниматься. Мне как-то это казалось так это легко, даже где-то там позволяла себе сбегать. Springtime, and you see the water level. Wow. That's how high the water level gets. Yep. Нам попался очень приятный гид, его звали Лео. Он не только рассказал нам про историю формирования этого каньона, но при этом еще знал, где, как и когда встать, чтобы получилась самая удачная фотография. Ущелье это, каньон Антилопы, оно очень узкое, и солнце туда проникает только тогда, когда находится в зените. Поэтому, если вы собираетесь, то обязательно приходите туда где-то в полудень. В этом каньоне было удивительно. Еще более мне даже как-то удивительно, чем в большом. Там как-то все это было грубо разрезано, это все эти такие вот, дотронуться практически я до пород там не могла ничего, но и на глаз они были какие-то такие не приглаженные. А здесь все такое гладенькое. Я это несколько раз трогала руками, и так как будто это выглажено такое специально чем-то, каким-то инструментом. Многие годы эрозии почвы
водой, солнцем, ветром сформировали такие волнистые породы, которые напоминают собой шерсть антилоп. А в одном месте я прямо увидела даже такую синклиналь такую, то есть такой изгиб интересный, переходящий прямо вот из одного пласта в другой. Где моя рука доставала, я старалась это все это достать и гладить, приложиться к земле. The canyon by itself is 310,000. So the orange color that you guys see is iron. It has iron, mineral, and magnesium. Наш гид даже ставил нас к стенке и кидал на нас. Но как-то странно, или он так кидал, или что, но как-то в глаза ничего этого не попадало. Мне предложил, садись на него. Я решительно от этого, но мне было даже, я не представляла себе, как я это вдруг, назад я буду ехать на сане. Нет, я его, конечно, поблагодарила, он хотел искренне мне помочь, пока никто не видит, давай садись, нет. Но, зацепившись за руку его, мы благополучно выбрались, и надо отдать должное, все нас ждали. Так что я победоносно, благополучно посмотрела этот каньон, полная таких душевных сил и мыслей, что вот какое чудо природы я вдруг вижу. Об этом даже и думать было удивительно бы, если бы я вдруг когда-то задумалась, что я буду большой каньон антилопы видеть. Это далеко даже не всем людям более молодым доступно. Последнее место, которое мы хотели посетить, это так называемая Подкова. Это место, где река Колорадо огибает массив Великого каньона. Мы спустились к Подкове, и зрелище, конечно, потрясающее. Стоишь на краю бездны. И я заставил бабушку сесть на краю этой бездны, свесить ножки и притвориться, что ей не страшно. Отдельно, конечно, хочется рассказать про дорогу домой.
Мы ехали по каким-то потрясающим пейзажам. Дорога извивалась через горы, скалы, ущелья. Лучи заходящего солнца окрашивали эти породы в яркие красные, оранжевые, желтые тона. Мы просто ловили момент. На следующий день мы встали в 3 часа утра, для того, чтобы через 7 часов оказаться на побережье Тихого океана, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, на пирсе Санта-Моники. Give me love, give me peace of mind. I know that there's enough to a start and I need a little help with mine. California, don't let me down. Seems so golden, but there's struggle all around. Sunset Jesus came to me. С пирса мы спустились к океану, прогулялись вдоль побережья, посидели на теплом песке, подышали морским бризом, понаблюдали за чайками, а также за искателями сокровищ, которые очень забавляли бабушку тем, что с металлоискателями пытались найти какие-то потерянные драгоценности. Уговаривал даже меня выкопаться, но я все-таки не решилась купаться. Достаточно было того, что близко подошла к воде, и волна эта океанская мне ноги намочила почти до колен. А Саня выкупался. Потом все-таки решились уходить. Прямо еще раз прощание поглядела. Я попросила его собрать мне песок на память о таком незабываемом не то что дне, а вообще времени, жизни незабываемом, побывать на берегу Тихого океана в Лос-Анджелесе. После всей этой красоты нам как-то навеяло поесть. Я предложил зайти в ресторан Буба Гам, который находился прямо на пирсе Санта-Моники. Это ресторан, который был основан по мотивам фильма «Форест Гамп», в котором главный герой купил небольшую лодочку и стал ловить креветок со своим сослуживцем, после чего со временем его маленькое предприятие превратилось в большую фирму. При входе в ресторан стояла скамейка, а рядом со скамейкой кроссовки. Ну, разумеется, не настоящие, а муляж, но эти кроссовки и эта скамейка, они тоже взяты из фильма, где главный герой сидит и ждет свой автобус для того, чтобы отправиться к маме. И бабушка, как и все остальные туристы, присела на эту скамейку и засунула свои ноги в эти кроссовки. Я почему-то посчитала, что мне непременно надо разуться. Я разулась, но тоже всунула ноги, и, значит, меня Саня снял. Потом мы вошли в кафе. Пирс Санта-Моники – это самая западная точка западного побережья. И именно здесь заканчивается знаменитая дорога 66, которая берет свои истоки из Чикаго. По этой дороге в свое время ехали Ильф и Петров,
и собирали впечатления для своей книги «Одноэтажная Америка». А потом, спустя десятилетия, Познер и Ургант также проехались по этой дороге и собрали материал для своего фильма про Америку. После того, как мы основательно подкрепились тихоокеанскими креветками, мы отправились дальше, к обсерватории Гриффита. Путь к обсерватории Гриффита лежит через очень крутой подъем, который, я должен отметить, бабушка осилила самостоятельно. Я и не мог ей помочь, потому что в этот момент нарезал круги вокруг нее с камерой. Она в этот момент медленно, но верно поднималась. Обсерватория Гриффита – это уникальное место. С холма, на котором расположена эта обсерватория, открывается потрясающий вид на город Лос-Анджелес и на близлежащий холм, на котором находится всемирно известный знак Голливуд. Сама обсерватория была построена в 30-е годы прошлого века, а деньги и землю выделил меценат Гриффит. Он хотел сделать обсерваторию местом, где широкая публика могла бы изучать основы астрономии. Воистину незабываемое впечатление. С одной стороны, как на ладони город Лос-Анджелес, на другой знак Голливуд. Мы встречаем закат этого дня и нашего приключения здесь, в обсерватории Гриффита, Лос-Анджелес. Распрощавшись с обсерваторией Гриффита, поехали мы в Голливуд. Народ веселился, шел по этим звездам, наступали спокойно. Я как-то считала, что не могу наступить. Я старалась обойти эти звезды. Я шла по этой улице в какой-то степени так отрешенно, и в то же время рот открывший глядела на витрины. Аллея
Аллея Славы — это не только улица, вымощенная звездами известных людей, политики, кино, искусства, но и место, где артисты, музыканты и даже обычные люди собираются на праздник, чтобы устроить представление или просто отдохнуть с семьей. Мне запомнился один момент, как бабушка, прогуливаясь по этой аллее Славы, вдруг наткнулась на золотого человека, который делал представление для прохожих. Этот золотой человек, заметив взгляд бабушки и покидая свой пост, от чистого сердца искренне ей сказал: «Как дела, красавица?» Это было приятно и забавно. Кого только не было на этом празднике жизни. И музыканты, и художники, и артисты, переодетые в персонажей известных фильмов. Бэтмена, Супермена, Чудо-женщины, Микки Мауса. И даже был человек, переодетый в героя фильма «Мальчишник в Лас-Вегасе» с ползунками и куклой ребенка на груди. Правда, он от меня искусно прятался за колонной, поскольку не хотел, чтобы я испортил ему представление. За 72 часа, которые мы провели в этом путешествии, 20 часов мы вели машину, 6 часов мы спали. Но мы посетили 7 незабываемых чудес света. От дамбы Гувера до Великого каньона, до Лос-Анджелеса, до Тихого океана и, наконец, Голливуда. Это было незабываемое впечатление, которое даже сейчас, когда мы записываем это интервью, дает нам такой заряд энергии и позитива, что, конечно, хочется еще раз все это испытать. Сев в самолет, мы почувствовали, что мы очень устали. Физически мы полностью выжаты, но душевно и морально мы так полны увиденным Тихим океаном, Большим каньоном, что до сих пор еще в нас вся эта энергия, и если бы нам представилась возможность, мы вновь посетили бы эти места.